Мне 16 лет, я относительно недавно окончил 9 классов школы, и так получилось, что сейчас я стабильно каждый месяц зарабатываю от 100 до 200 тысяч рублей. Итак, всем доброго денька. Сегодня расскажу историю, как простой парень, который в 13 лет просто играл в игры и который не знал, чем заниматься и вообще не знал, что такое компьютер, смог добиться этих результатов в таком юном возрасте без скрипты, ставок и другой подобной фигни. Но прежде чем расскажу, подпишись на мой телеграм-канал, забирай 2000 нейросетей и смотри полезный материал по веб-дизайну, по нейросетям, по технологиям, по маркетингу. В общем, подписывайся, тебе точно будет это интересно. Для начала расскажу о себе. Я Дима, я рос просто обычным пацаном, я родился в самой обычной семье, не было у меня никакой роскоши, а уж тем более начального бюджета на старт. Первые 7 лет жизни у меня прошли по-обычному, то есть я там играл с кентами там на улице, как-то развлекался, ну, в общем, проводил свое детство, как многие из вас. Но затем, когда я уже пошел в школу, я подставил под сомнение типичный уклад жизни в России и начал интересоваться какими-то альтернативными способами, которые помогли бы мне, так сказать, ускорить вот этот вот путь до работы и до успеха. Когда я ходил в школу, мне она не сильно нравилась. Мне не нравилось, что надо было слушаться, что-то делать, что-то писать, что мне вообще как-то сильно не нужно. И, соответственно, я после этого никак не хотел идти в университет. Затем устраиваться на ту работу, которая мне не нравится и которая сильно денег мне не принесет. На тот момент мои развлечения были это игра в игры на телефоне, немного спорта и, соответственно, просмотр ТикТока, уже впоследствии вытек. Я просто в то время играл в мобильные игры со своими друзьями, ни о чем не задумывался. Ну, в общем, вел такое стандартное детство у зумеров и детей моего поколения. В целом, мне это казалось каким-то обычным времяпрепровождением, я как бы ни о чем не задумывался, да и я думаю, в таком возрасте мало кто о чем задумывается. Все изменилось после того, как я начал смотреть контент по инвестициям. Как я уже сказал, я искал какие-то альтернативные способы ускорения, так сказать, школы и получения источников заработка помимо своей работы, как мне тогда казалось. И поэтому я увлекся инвестициями. На тот момент это была не такая прям сильная распиаренная тема, как сейчас, однако это было интересно, и я знал, что на этом можно что-то дозаработать. Мне подходили инвестиции, потому что с самого детства у меня был такой крутой навык, что я с каждого своего дня рождения или какого-то праздника откладывал деньги. То есть я научился откладывать деньги и, соответственно, уже в 11 лет смог накопить себе на Xbox за 35-40 тысяч. На тот момент для меня это были очень большие деньги. И как вы понимаете, такой ценный навык, как откладывание, я уже обрел в 11-12 лет на тот момент и смог накопить себе на такую огромную и классную покупку, как приставка игровая, на которой можно играть. Я просто о ней мечтал, и я был на 7-м небе от счастья, когда прикупил себе такую штуку. Ну и смотря TikTok, мне сначала попадался какой-то такой развлекательный контент, то есть там танцульки, какие-то кривляния на камеру, тренды и тому подобное. Но затем, как я начал увлекаться инвестициями и смотреть интересные каналы, контент сразу поменялся. То есть у меня переросли рекомендации из такого, так сказать, деградационного контента в более полезный, познавательный и интересный. Большая часть контента была именно на сохранении денег, на инвестициях и немного на саморазвитии. Ну и со временем мне стало это больше интересно, я стал больше сохранять, лайкать эти видео, и алгоритмы ТикТока все больше и чаще начали мне показывать эти видео, которые интересны мне по теме денег, инвестиций и всего того, что я перечислил до этого. Затем это переросло в саморазвитие, в интересные какие-то челленджи для себя, где люди изменяли свою жизнь. И так как я до этого немного увлекался спортом, мне стало это интересно, по крайней мере, с точки зрения спорта. И мне захотелось поменять свой типичный уклад жизни, который не сильно меня удовлетворял на тот момент. Я начал бегать по утрам. Эта привычка довольно классная. На тот момент я бегал не обязательно по утрам, я старался бегать в любое время, ведь мне тогда донесли, что дисциплина — это навык, который качается лишь практикой, и, соответственно, мне захотелось как-то его прокачать, стать, так сказать, более спортивным, в тонусе. Как сейчас помню, на тот момент я тогда бегал не сильно много, ну, всего пару километров буквально, но для меня это было тогда уже достаточно, чтобы иметь какой-то стимул к развитию. На тот момент мне было 13
12-13 лет. Ну и в процессе я вот так вот смотрел ТикТок, играл параллельно все-таки в игры, но имел какой-то стимул к развитию и к спорту, потому что до этого я что-то делал, но чаще всего меня просто заставляли заниматься спортом, как-то укреплять свой организм там на турнике, на брусьях, над отжиманиями, ну и другими схемами, чтобы я, так сказать, просто не растолстел из-за того, что сижу на диване и играю в телефон. Но однажды в один момент один из авторов, которого я смотрел, запустил курс по дизайну. На тот момент я не знал, что такое дизайн, мне это преподнесли как курс по заработку и по изменению своей жизни. Я так чуть-чуть подумал и понял, что это шанс. Записался на этот курс, взял свои накопленные деньги, на тот момент, по-моему, этот курс стоил всего 1500, и он был сделан как раз вот для таких подростков, как я, у которых не сильно есть деньги, но которые хотят поменять свою жизнь, и, соответственно, я захожу на этот курс и уже начинаю, так сказать, полноценно менять свою жизнь и хочу научиться зарабатывать. Казалось бы, вот успех, я уже должен начать зарабатывать легко на дизайне, потому что я купил курс, мне дадут базу, и я сразу же пойду и заработаю свои первые 100 тысяч. Нифига. На деле я вообще ничего тотально не понимал. Для меня тогда дизайн и в целом сфера программирования и компьютеров была просто темным лесом, и я не мог никак сконцентрироваться. Я, сидя после очередной пробежки на диване, смотрел видосы и не понимал, ну для чего это нужно, как это поможет мне заработать и тому подобное. Но так как на этом курсе были какие-то домашние задания, чтобы у нас была не только теория, но и практика, я в целом начал практиковаться. Нашел старый ноутбук, загрузил на него Photoshop и начал практиковаться, делая какие-то работы, которые нам показывали на курсе. Вот так, кстати, выглядела моя первая работа. Кто разбирается в дизайне, поймет, что нам давали курс именно по баннерам, то есть чтобы мы делали какие-то баннеры для рекламы, креативы, листовки и тому подобное. То есть вот такие вот обложечки, которые вы часто видите либо на рекламе, либо на объявлениях, либо еще пиаря какие-то услуги, люди делают вот такие вот обложки. И нас, соответственно, учили этому же. Дальше, после недолгой практики, пришло время искать клиентов. На тот момент там дали, что ли, 10 способов поиска клиентов, и многие из них были очень крутые. И если в них развиться, я бы мог реально на тот момент бы намного быстрее стартануть. Но я выбрал самый простой путь, это чаты вакансий в Telegram. Я начал искать людей, которым интересны услуги, писал им в личные сообщения. Я тогда не знал, что можно вот так вот просто взять и в группу написать, что я дизайнер и мне нужна работа. И писал им, ну, максимально по странному и, как мне кажется, сейчас тупому скрипту. Я его прикреплю вам. И большая часть людей, ну, просто не понимали, нафиг я им нужен и все такое. Но были люди, которые писали, что буду иметь вас в виду, интересовались чем-то, то есть какой-то профит с этого на тот момент был. И после этого я начал как-то уже более спокойно это искать, потому что мне было, честно, очень страшно писать таким людям, потому что я на тот момент был достаточно зажат, мне было страшно, что обо мне подумают, сколько мне лет, какой у меня опыт и тому подобное. Мне казалось, что просто клиенты не захотят ко мне обращаться, тупо потому что мне на тот момент там 13-14 лет, я ничего не смогу сделать и тому подобное. Ну, в общем, начались вот эти загоны, которых вообще никак не стоит бояться, но мне пришлось через это пройти, и я, по крайней мере, сейчас об этом точно не жалею. Но как бы другие не соглашались, ко мне приходит один из первых заказов, я его успешно выполняю, получаем вот такую вот аватарку, в целом клиент оплатил. Но у меня была не одна история, когда я не брал предоплату, и, соответственно, клиенты просто кидали меня, и многие писали, что это полный пипец, что такое в жизни я никому не продам и тому подобное. То есть было много провалов, и, конечно, многие клиенты были довольны моей работой, но она была сделана на 2 даже с плюсом. На самом деле, многие просто соглашались, скорее всего, из-за того, что понимали, что я новичок, и мне нужно набрать опыт. Но были и те, кто пытались меня, так сказать, унизить, попытаться доказать, что я не специалист, что это очень плохо, и как-то меня в этом плане осудить.
Помню, мне пришло ТЗ, и там была просто куча текста, я эту кучу текста вставил на баннер, пытался там уместить в квадратном баннере 150 слов, и после чего отправлял это клиентам, но клиенты говорили, что это точно не то. В общем, на тот момент я вообще не умел ни с текстом работать, ни делать какие-то картинки, ни разговаривать с клиентами, ни продавать и тому подобное. То есть я был абсолютно нулевой, готовый что-то хотя бы делать, чтобы заработать. После этого заказа был расстроен, но на меня это так сильно не подействовало. Я не перестал заниматься дизайном и продолжил дальше искать клиентов. Если бы я тогда знал, что существует такая схема, которая закроет все проблемы с клиентами раз и навсегда всего за 3 950 рублей до середины марта, то я бы сразу зашел, без лишних каких-то проблем нашел бы себе клиентов, плюс пообщался бы с классными ребятами, которые есть в комьюнити, и наконец-то бы начал зарабатывать больше, а не долбился бы в этих чатах-вакансиях с людьми, которые не готовы мне платить. Переходи в бота, пиши мне в личные сообщения слово «клиенты», и я напишу тебе подробности. Успевай перейти, ведь через месяц цена будет 10 тысяч. Вот так, в результате полугодовой ежедневной практики, я смог нашкребать себе на 2000 рублей за месяц на таких вот подобных заказов. Я был очень рад, что я добился этого результата, ведь я себе несколько месяцев ставил цель заработать хотя бы несколько тысяч, и ничего, конечно же, не получалось. Я вообще зарабатывать мог просто ноль, и не иметь каких-то вообще клиентов, и не иметь полезного опыта для себя, но я не сдавался, и вот нашкреб себе на 2000 рублей. Заработав 2000, я не остановился, я продолжил делать дальше, и уже в марте я смог заработать свои первые 13 тысяч на дизайне. Счастье было просто бесконечно, ведь я смог пробить не только планку в 5-10 тысяч, но смог заработать целых 13 тысяч, сделав достаточно много баннеров, и плюс у меня заказали оформление социальной сети, которую я до этого не делал, и над которым я успешно смог поработать, и был просто на 7-м небе от счастья. Ну и так постепенно раскручиваясь, я через год смог выйти на доход 30-50 тысяч рублей в месяц. И тут я понял, что сильно на баннерах и на оформлениях соцсетей мне не вывести. И я перешел в сферу сайтов. Ведь здесь намного больше перспектив, да и сайты почти всем нужны, подумал я тогда. И поэтому я решил попробовать эту сферу. Вместе с моими знакомыми дизайнерами скинулись на курс Юдаева и вместе проходили этот курс и впоследствии практиковались в сайтах. Хочу внести маленькую поправку, у меня вообще нет никакого таланта к дизайну, это все ежедневная практика и колоссальный труд. Просто посмотрите на мои работы раньше, какими бы я их ни делал, какими бы я их ни старался улучшить, они получались вот такие вот колхозные. И только сейчас, после нескольких лет практики, я смог добиться вот такого уровня. Поэтому не думайте, что мне просто так упал навык дизайна и я все сразу смог. Для этого была проделана просто колоссальная работа, не каждый сможет такое пережить. В ноябре я смог пробить планку в 60 тысяч рублей в 2022 году и наступает 2023. И я решаюсь зайти на обучение за 60 тысяч рублей. На тот момент это тоже были для меня большие деньги, но я все же решился, что нужно как-то поменять свою жизнь, улучшить свои навыки дизайна, продаж и всего того, что я могу улучшить людям в сайтах и затем предоставлять клиентам. Обучение длилось около 3 месяцев, и первые 2 месяца я просто фигачил не в себя. Это были январь и февраль 2023 года. Я просто делал концепты, улучшал макеты, практиковался в продажах, делал просто кучу всего, старался сделать какой-то результат, но, к сожалению, в те месяца они были не такими хорошими, и я думаю, что куплю обучение за месяц, не смог их окупить. В итоге я за эти месяца заработал не больше 20-30 тысяч за каждый. И, соответственно, я, делая вот такие вот действия, немного устал от этого, и в конце февраля уже просто не видел смысла продолжать дизайн, и чуть было его не бросил. Но вдруг через месяц, в марте, случается такая ситуация. Ко мне приходит целых 3 клиента на создание лендинга. Я их успешно закрываю, и закрываю март с доходностью 100 тысяч рублей. Наконец-то, после всех вот этих колоссальных трудов, неудачных опытов и другого, я смог пробить 100 тысяч рублей на дизайне, сделав лендинг, сделав свои первые кейсы и улучшив свое общение с клиентами после такого длительного и дорогого на тот момент обучения. Но, как вы знаете, после высокого взлета идет небольшое падение, и я продолжил форсироваться на доходе 60-70 тысяч в месяц. Меня это устраивало, но все равно мне хотелось
большего. Я пытался заработать 100 тысяч стабильно. И вот весь 2023 год я пытался это сделать. У меня это получилось в какие-то определенные месяца, но чаще всего это было 60, 70, 80 тысяч за месяц. И так продолжалось до конца 2023 года. В целом я таких высоких планов, как в марте, не пробивал, но пробивал доход в 100 тысяч рублей. Но видя ситуацию, что я не пробиваю сотку последние месяца, я понял, что я обленился. И в начале 2024 года я поставил себе условие, что я улучшу это состояние и заработаю свои первые 150-200 тысяч на создании сайтов. В начале года я просто делал все, как и в прошлом году, чтобы найти клиентов. Делал концепты, писал рассылки, вел соцсети, делал рилсы и много всего, чтобы просто достичь стабильного потока клиентов и пробить ту самую желаемую сотку. Ну и так продолжалось на протяжении 5 месяцев. В апреле я пробиваю 130 тысяч, и после того, как я пробил в апреле 130 тысяч, опять же идет спад, и в мае я стараюсь все-таки делать больше, но зарабатываю на тот момент 60 тысяч рублей. То есть меньше в 2 раза, даже больше чуть чем в 2 раза я заработал за май. Меня немного это расстроило, но я в июне продолжил свой ритм работы, и на тот момент мне приходят 2 заявки на интернет-магазины. До этого я создавал только одностраничные сайты, было несколько у меня заявок на многостраничные сайты, но чаще всего они были не такими крупными, как эти. К счастью, я закрываю успешно эти заявки на чек 100 тысяч плюс, и, соответственно, в июле я уже зарабатываю 200 тысяч рублей за месяц. Наконец-то я достиг этой цели спустя 5 месяцев упорной работы, и в данный момент я стабильно каждый месяц зарабатываю от 100 до 200 тысяч в месяц. Я добился этой цели упорным трудом и стараюсь донести вам, что упорный труд всегда побеждает талант, и вам нужно никогда не сдаваться и верить в себя, ведь я, будучи простым парнем, смог это, и вы тоже сможете. Ну а если говорить про 200 тысяч, то сильного счастья они мне не принесли. Мне принесло счастье лишь то, что у меня будет крутой кейс и несколько сайтов в портфолио. Уже не такие простые, как лендинги, одностраничные сайты, а будут уже интересные многостраничные интернет-магазины, которые я уже выложу в кейс и которые будут намного интереснее и привлекательнее, чем простые одностраничные сайты. Вот такая история получилась. В целом я вам описал свой 4-летний путь в одном видео. Уверен, вам он понравился. И сейчас я хочу выделить несколько таких главных вещей, которые помогли мне на пути становления тем, кто я есть сейчас. Видя спад, никогда не думай, что после этого будет еще меньше спад. Чаще всего после спада идет повышение. И когда ты делаешь чего-то много, но у тебя не получается и не выходит никакой результат, пойми, насколько хорошо тебе будет, когда через месяц или через несколько месяцев ты добьешься еще большего результата, и после чего будешь рад тому, что ты делал это все не зря. Никого, никогда, ни при каких обстоятельствах не слушай, слушай только самого себя, что тебе нужно и что тебе интересно. Важно уметь правильно расставлять приоритеты, понимать, что тебе нужно в той или иной ситуации. И самое главное, никогда не сдаваться. Даже в данный момент у меня есть тысячи причин сдаться. Но я никогда это не сделаю, ведь что бы сейчас со мной было? Кто бы сейчас записывал это видео, если не я? Кем бы я сейчас был? Скорее всего, я был бы просто обычным школьником, который также ничего не делает, играет в игры и в целом не интересуется какими-то ценностями жизни, и который хочет также очередной скин в КС-очке, апнуть очередной ранг и сделать другую ненужную фигню, которая никак тебя в жизни не прокачает. Совершенствуйте свои навыки и не забывайте, что я верю в вас, я верю в ваше дело, и я верю в то, что вы сможете. Несмотря на все трудности, проблемы и неприятности, которые сейчас с вами происходят. Подписывайся на мой канал, уверен, этот ролик тебя замотивировал на действия, и также не забывай подписываться на мой телеграм-канал, как я уже пиарил в начале, это очень сильно помогает мне и поддерживает. Увидимся с вами в новых видеороликах, до скорой встречи!